Киста яичника, аднексит, аменорея, бесплодие. Без операции и гормонов. Я продолжаю цикл видеороликов, который начал в марте 2012 года. Третий видеоролик посвящается конкретным заболеваниям: кисте яичника, аднекситу, аменорее, бесплодию. Цель – уберечь женщину от бесполезных операций и гормонов. Почему киста яичника, аднексит, аменорею, бесплодие я объединил в рассмотрение под одним названием ролика. Очень часто гормональные нарушения у женщины начинаются с незначительных мелочей с их точки зрения. Не вовремя начались месячные, например, на неделю, на 2 недели. Появились тянущие боли в области таза или в нижней части спины, или внизу живота. Только женщина, теоретически знакомая с женскими заболеваниями, забьет тревогу. Или женщина, имеющая родственников в области гинекологии. В подавляющем большинстве женщины катастрофически безграмотны в плане женских заболеваний. Упуская время лечения на начальной стадии заболевания, женщина обрекает свой организм на изнурительную борьбу с более серьезными заболеваниями, как киста яичников и бесплодие. В организме человека все взаимосвязано, и не всегда анализы могут дать картину воспаления или урологической инфекции. Но анализы не дадут вам ответа, почему образовалась киста яичника, почему женщина по всем анализам здоровая, тем не менее не может забеременеть 10-15 лет, находясь замужем. Вот давайте попытаемся совместно заглянуть внутрь этой непростой проблемы, решение которой не могут предоставить ни один академик медицины, ни один специализированный медицинский научный институт, ни одно государство в мире, как бы они наизнанку не выворачивались, калашматя себя в грудь, какие они ярые борцы за женское здоровье. Вы только вдумайтесь, женщина на протяжении десятков лет становится дойной коровой в финансовом плане для всех этих фармацевтических фирм. Только вот такая незадача. Рано или поздно у каждого представителя этих фармацевтических фирм заболеет жена, дочь, внучка, мать, племянница, невеста. Лечить своими препаратами они их не будут, потому что знают, что бесполезно. Организм женщины, получив небольшие гормональные расстройства в виде серьезных запаздываний месячных или различных локализаций болей по периметру таза, сигнализирует ей о необходимости принятия решения. Что это означает? В организм попала инфекция, которая очень хорошо научилась себя скрывать от диагностики. Вы наверняка не раз читали научно-популярные книги о высокой приспосабливаемости микроорганизмов к изменяющимся условиям среды. В ходе дальнейшего развития патологического процесса одна форма заболевания естественным путем трансформируется в более изощренную форму с последствиями куда как хуже. В результате, начав путь болезни с аменореи или аднексита, она заявляет о себе как киста и бесплодие. Нельзя утверждать, что трансформация от простой болезни к более сложной имеет только такой путь. Это кардинально неправильно. Здесь показан один из путей такой трансформации болезни. Теперь попытаемся понять тех женщин, которые взывают о помощи и которым не в состоянии помочь ортодоксальная медицина. Ниже представлены фрагменты писем без фамилий и адресов тех женщин, которые имеют вышеперечисленные заболевания. Первое. Близкая родственница больна поликистозом яичников, ей 23 года, случаются частые кровотечения, не может забеременеть. Можно ли вылечиться без операции? Второе. Мне 22 года. 2 года по совету врача принимала противозачаточные таблетки. С 16 лет страдаю нарушением менструального цикла. Менструация может идти в течение 2 месяцев, затем пауза на неделю и снова 2 месяца. Аборт никогда не делала. Не могу забеременеть, а нам с мужем так хочется ребенка. Третье. В 2007 году у меня обнаружили кисту яичника. Рецепты не помогали. Киста продолжает расти. Под расписку отказалась от операции. Мне 63 года. Прошу поделиться опытом тех, кому удалось вылечиться без операции, и тех, кто перенес лапароскопию. Четвертое. Дочери 38 лет.
Диагноз поликистоз яичников. Не может забеременеть. Перепробовала травы, таблетки, спринцевание. Ничего не помогает. Что предпринять? 5. Можно ли избавиться от кисты яичника без операции? 6. Как справиться с кистой яичника без операции? 7. Кому без операции удалось избавиться от кисты яичника? 8. Как избавиться от кисты яичника? 9. Мне 22 года. С 15 лет наблюдаюсь у гинеколога. С 13 лет беспокоит поликистоз. Лечили витаминами, гормонами. В итоге за год я набрала 25 килограмм. Поставили диагноз диффузно-токсический зоб. Как раз в этот период я забеременела. На сроке 5 недель случился выкидыш. Появилась аллергия. Бросила пить все. Еле вылечила аллергию. Но все началось снова. Опять кровотечение, опять ложиться на выскабливание. И так каждые 9-12 месяцев. Как вырваться из этого замкнутого круга? Так хочется быть здоровой, родить детей, жить и радоваться жизни. 10. Страдаю поликистозом яичников. Из-за этого стали расти волосы на лице, усы, борода. Эндокринологи и гинекологи предлагают только гормональные препараты и операции. Есть ли средства лечения? 11. Дочери 23 года. Год назад в результате стресса или переутомления у нее прекратились менструации. В течение 3 лет лечилась препаратом Фемастон 2-10. Во время лечения менструация возобновилась, но с прекращением приема лекарства исчезла вновь. Чем можно помочь? 12. Мне 27 лет. УЗИ обнаружила спайки, подозрение на склерокистоз яичников, предлагают операцию. Помогите вылечиться, ведь так хочется родить ребенка. 13. Кто сталкивался с воспалением придатков? Диагноз адмиксит, хроническое приобретенное бесплодие. Стоит ли мне простудиться, сразу попадаю в больницу. Посоветуйте методы лечения. 14. Страдаю двусторонним воспалением придатков, молочницы. Медикаментозное лечение не помогает, физиотерапия тоже. Мне 25 лет. Как поступить? Этот поток писем я мог бы продолжать бесконечно. По данным ВОЗ, в мире только зарегистрированных женщин, страдающих бесплодием, более 500 миллионов человек. По различным российским источникам, количество бесплодных женщин в России колеблется от 2,5 до 12 миллионов человек. Уже этот сумасшедший разброс показывает наши дела со статистикой в этом вопросе в России. Для России, страны, которая тотально нуждается в притоке людских ресурсов, это количество детишек ежегодно будет дополнительно давать 10 миллионов человек. Ни одна технология в мире не способна осуществить этот замысел, кроме той, которая представлена ниже. Теперь самое главное. Как же все-таки обойтись без операции, которая дает рецидивы и спайки? И гормонов, которые рушат гормональную систему, чтобы излечиться и стать женщиной беременной. Есть препарат, который изготавливался и доводился до ума в течение 18-19 лет. Были учтены проблемы женщин, не желающих делать операции и принимать гормоны. Женщина хочет не только стать беременной, но и быть здоровой, чтобы свои силы тратить не на лечение своих болячек, а на свою кроху. Что же из себя он представляет? Это комплексный антибиотик, обладающий уникальными свойствами. Активность препарата не падает в течение 15-20 лет. Ни один препарат в мире таким свойством не обладает. Пирогенез и токсичность препарата в 8 раз ниже, чем у любого препарата, уже выпущенного на рынок. Это означает, что все современные препараты должны быть улучшены в 8 раз, чтобы выйти по качеству воздействия на уровень нашего препарата. 3. Препарат для женщин можно вводить спринцевание. Уникальная способность излечения неизлечимых женских заболеваний без операции. Если отрицательные воздействия. Препарат нейтрализует инфекцию в крови и лимфе, затем через почки выводит отработанную инфекцию из организма. Гломерулонефрит, острый пиелонефрит и нефрит являются шлагбаумом для этого препарата. Хронический пиелонефрит и нефрит подлежат обсуждению. Для женщин, болеющих не один год, возможна резкая перестройка организма из стадии заболевания в стадию здоровья, что может привести к сухости влагалища или запорам. Эти проблемы решаются в течение 1-2 дней без антибиотиков. При этом сам цикл лечения включает в себя 2 дня. После этого, если женщина желает забеременеть, то через 3 недели становится беременной.
Нет альтернативы этому препарату на сегодняшний день ни по лечению, ни по воздействию на организм женщины и будущего ребенка, ни по стоимости. Надеюсь, что смогу ответить любой женщине, заинтересованной в таком препарате, по условиям его применения и оплаты. Смотрите видеоролик на русском языке. http://2 youtube.b косая pd большая h большая 1 r большая 6 eemuw. Излечение других женских болезней смотрите на моем сайте http://lngz.at.ua. Он называется «Лечение неизлечимых женских заболеваний». Мой e-mail alnik2002@yandex.ru.